Итак, сегодня я бы хотела поговорить о немного необычной теме, а именно обсудить или разобрать видео на ютубе от Влады Кисель «Искусство мертво, и вы в этом виноваты». Для того, чтобы вы вообще понимали, о чем сегодня будет разговор, рекомендую вам ознакомиться с его видео. Но даже если вы не будете этого делать, ничего страшного, ведь я буду вставлять вырезанные фрагменты с темами. Меня зовут Лена, и я надеюсь, что вам это видео понравится. Еще заранее хочу сказать, что я бы не хотела какого-то конфликта из-за этого. Просто высказываю свое мнение по поводу его видео, и с чем я, как рисующий человек, могу не согласиться. Остановимся на том факте, что на создание работы ушла не 1 сотня часов, а на подготовку не 1000. Теперь посмотрите на портрет Крамского. С осознанием его пройденного пути, посмотрите еще раз на картину с осознанием вложенного труда и истории. Можете ли вы назвать его художником? И могли бы вы получить те же самые эмоции от нейросети? Я соглашусь с тем, что нейросети близко не стоит с любым человеческим трудом. Ее можно использовать лишь как инструмент, а не самостоятельную единицу. К чему это? Главная проблема изобразительного искусства – его восприятие. Для многих художник – слово размыто, не имеющее градаций, его присваивают все, кому не лень. Сейчас художниками называют себя и автор таких работ. Это, кстати, тоже художник. Ну и вот эти вот ребята на том же уровне. Рядом с ним стоят они. И все художники. И как вы поняли, претензии у меня именно к ним. Но есть нюанс, который заключается в том, что раньше художник – это была полноценная профессия. С приходом фотографии и интернета у людей просто отпадает надобность запечатлять себя или окружение с помощью картин. Ведь куда быстрее и дешевле будет просто щелкнуть происходящее на камеру и все. Конечно, художники все еще ценны, но в разы меньше, чем раньше. Просто потому, что раньше именно с их помощью можно было увековечить, например, чей-то портрет. Сейчас же у художников совсем другие задачи. И более того, понятие «художник» стало достаточно размытым. Как минимум из-за того, что художником сейчас скорее называют человека, который увлекается тем, что рисует. И это скорее как хобби, нежели полноценная и востребовательная профессия. Потому что как иначе можно назвать человека, который любит рисовать? Одним словом. Людей просто не особо парит то, как они называют иногда вещи вокруг себя. Например, неадекватных людей часто называют шизиками или шизоидами, хотя для начала это совсем разные вещи, и в завершении у человека может быть абсолютно другой диагноз. Но куда проще сказать «какой-то шизик на меня напал», совершенно не задумываясь о том, как это высказывание может быть в корне неверным. То есть, недалекие люди могут обозначить какую-то странность в поведении как шизу. И то же самое с художниками. Потому что теперь это просто как определение хобби или человека, который рисует. Никто не будет разбираться в том, как было бы точнее назвать необразованного творца. Может быть, рисовакой, рисовальщиком? А зачем, если проще художником? И я не считаю корректным со стороны автора сравнивать нейросеть и труд реальных людей. Пусть даже он их и не считает достойными мастерами. Это неправильно. Ведь даже чтобы нарисовать какого-нибудь смазливого фури-фембойчика, человеку все равно потребовалось время и силы на изучение рисования, набитие шишек и на отработку опыта. В то время как ИИ-картинку можно сгенерировать за пару кликов. Пусть даже она и будет выглядеть бездушно, кого-то и такое устраивает. Мы не называем человека, который делает зарядку или отжимается по 20 раз в день, бодибилдером, как и не называем биохимиками тех, кто выращивает кристаллы на камнях из наборов. Но почему-то к слову художник это не относится. Тогда как истинная ценность и определение художника схожи с писателем, музыкантом и даже спортсменом. Восхищение от которых мы получаем не только за сами их достижения, видение, но и за их путь. Писатель может потратить года на придумывание сюжета. Он может вложить в диалоги всю свою жизнь. Музыкант же может поразить ловкостью рук, дав понять количество практики одним взмахом руки. Или написать куплет, отражающий все его трудности на пути. Спортсмен же после рекордов обязательно расскажет про свои упорные тренировки и толкнет мотивирующую речь. Музыканты, писатели, спортсмены, актеры – все часто вызывают восхищение и понимание. Многие из них становятся кумирами за свои труды. А что там по художникам? Ничего. Тут у меня сложилось впечатление, что Влад Кисель живет в танке или каком-то своем выдуманном мирке, где все несправедливо относятся к художникам. Потому что, во-первых, в мире всегда будут зазнавшиеся люди, которым реально достаточно сделать зарядку или пробежку, чтобы называть себя спортсменами. То же самое с практически любой сферой. Написал пару фанфиков,
ты теперь писатель. Сделал 3 видео на YouTube, ты теперь ютубер. Получил пару МВП в игре, ты теперь гиперспортсмен. И остальные схожие выводы делают такие люди. Но мы не можем с пеной у рта указывать им, что они неправы. И в таком случае лучше просто смириться и проигнорировать. Промолчать и так далее. Я лично знаю таких людей и понимаю, о чем говорю. Например, я 1,5 года ходила на бокс с одним человеком, и она уже называла себя боксером, в то время как мы еще ни разу не бывали на каких-нибудь реальных соревнованиях и ничего не завоевывали. Как бы само присвоение статуса себе кого-либо зависит не от какого-нибудь общественного мнения или критики, а от самоощущения самого человека и от его скромности. Если человек считает, что он достаточно хорош, чтобы быть кем-то, он будет таковым себя считать и называть, даже если с чьей-то точки зрения он не прав. Потому что всегда найдутся люди, которые поддержат зазнаек и будут считать, что они реально успешны в той или иной области. А значит, что объективного суждения о том, достоин ли человек как-либо называть себя или нет, просто не будет существовать. Ведь сколько людей, столько и мнений. То на то и выходит, что для одних великим художником будет человек с маленьким скиллом, а для кого-то только классики прошлых веков. Это уже зависит от предпочтений потребителей, то бишь зрителей. И если вы не согласны с тем, что какой-то человек художник, это не означает, что будут не согласны вообще все. И это нормально. Во-вторых, грех жаловаться. Можно сказать, что из всех перечисленных творческих сфер изобразительное искусство на голову выше остальных. Потому что если ты спортсмен и ты ездишь на соревнования, это вряд ли будет интересно интернету, и продвигаться тебе будет куда сложнее, чем живописцам. Конечно, у тебя зато будут достойные критики, локальные соревнования, награды, но об этом и о тебе практически никто не узнает. Даже если ты будешь пробиваться куда-то в телевидение или известные команды. То же самое с писателями. Ты можешь потратить много часов на написание книги, но ее все еще надо как-то раскручивать в интернете, ведь издавать ее будут только с определенным количеством аудитории. У музыкантов вообще все плохо. Классическая и живая музыка больше особо-то и не ценится, ведь куда проще поставить большие колонки в зал, чем тратить деньги на живой оркестр в качестве музыкального сопровождения. А у художников с этим обычно куда проще, потому что им достаточно просто раскидывать свои новые шедевры во все различные сети, конфы и места, откуда о них могут услышать и их увидеть. Картина — это всегда в разы зрелищней, чем огромный текст, который большинство поленится прочитать, или чем показ какой-нибудь тренировки перед соревнованием. Но несмотря на то, что художникам в этом плане проще, им все еще сложнее пробиваться в алгоритмах, чем тем же трендовым липсингом, щитпостом и танцам. Так что тут уже вопрос о том, как художник умеет преподнести себя в сети, и что он предпринимает для того, чтобы его работы придались как можно большей огласке. Но я совсем не согласна с тем, что они такие все из себя бедные и не могут найти признания своему творчеству со стороны зрителей. Более того, почти у каждого молодого человека, который интересуется искусством, есть в арсенале хотя бы парочка каналов от художников. Просто потому, что их много, и они заявляют о себе. В то же время ты редко встретишь тех, кто был бы подписан на тех же писателей. Их тяжелее найти, а им тяжело найти свою аудиторию, своих ценителей, которые не поленятся потратить время на прочтение их сюжетов. Но тем не менее, я соглашусь с Киселью о том, что в наше время не хватает какой-то критики рисовакам. Потому что иногда нужен взгляд со стороны, чтобы увидеть какие-то даже очевидные ошибки в своих работах. И было бы неплохо, если бы образованные педагоги были немного более молодежными и не стеснялись помогать юным дарованиям. И в-третьих, а с какого момента вообще человек может называть себя художником?
Когда ему об этом сказали окружающие, признав его творение достойным и такого звания? Или, может, когда у человека есть соответствующее образование? Но ведь наличие образования не всегда доказательство хороших работ у человека, а общественное мнение может быть ошибочным. Так, с какого момента человек может гордо называть себя художником, без капли стыда и сожаления? Большая непонятка. То же самое, например, у музыкантов. С какого момента человек может называться музыкантом? Когда он исполнил пару классических произведений? Или когда он просто сделал какую-то авторскую музыку? А может ли рэпер, который поет о блядках, алкоголе, наркоте, считаться музыкантом, учитывая, что в его музыке прослеживаются только понты без грамма смысла? А если он не музыкант, то кто тогда? Опять же, объективного ответа на этот вопрос не существует, из-за того, что самовосприятие у человека может быть разным. Есть в этом мире люди, которые рисуют прям шикарно, но все еще скромно называют себя рисоваками, или наподобие этого. Поэтому я выдвину лично свой, субъективный ответ на этот вопрос, который, возможно, тоже будет неверным. Итак, я считаю, что человек может считать себя художником, музыкантом, писателем и так далее, когда его творчество вызывает у публики эмоции. Любые, будь то приятное или негативное, омерзительное. Картина с хорошей светотенью, композицией, исполнением в целом, конечно, хороша, но она будет совсем неинтересна на фоне какой-нибудь корявой картинки, но с большим эмоциональным или смысловым содержанием. А если эта картина имеет хорошее и техническое, и смысловое эмоциональное наполнение, то это вообще огонь. Такие акты хочется рассматривать. Они вызывают те или иные эмоции, заставляют задуматься и иногда даже торкают до глубины души. Особенно если человек сам сталкивался с чем-то подобным, изображенному на холсте, и отлично понимает, что автор хотел сказать через картину. Вот, чего я хотела бы когда-нибудь достичь, как рисующий человек. И тогда, когда я смогу полностью передавать свои переживания через арт, я смогу называть себя художником. Но это, конечно же, лишь мой субъективный ответ. А с какого момента вы бы называли себя художником, музыкантом, поэтом и так далее? Обязательно поделитесь своим суждением в комментариях. Это очень интересная тема. И разницу. Неискушенному практика рисунка зрителю могут быть не видны ошибки и бездарность многих работ. В других отраслях индустрии развлечений этот вопрос часто разграничивается и закрывается наградами, профсоюзами, критиками и прочими аппаратами, подразумевающими авторитетную точку зрения, помогающую направить зрителя. Опять же, проблема. У художников такого нет. Если у человека присутствует хотя бы немного критического мышления, он не будет возводить в абсолют мнение критиков и жюри, как минимум потому, что победа — это не всегда итог упорства человека. Это совокупность многих факторов. И ни для кого не секрет, что те же авторитетные эксперты не всегда будут честными. Например, некоторых можно подкупить. Или, например, перед соревнованиями можно подставить своего соперника по спорту, за счет чего ты получишь более высокое место. Например, фигуристкам подсыпали стекло в коньки, или просто спортсменам что-то подмешивали. Это довольно цинично. Но подставить можно также и художников, писателей, испортив их работы перед показом. Сфера искусства сама по себе не такая уж белая и пушистая, из-за чего каждый смотрящий человек должен сам выносить вердикт насчет определенных творцов, а не слепо вестись за авторитетным мнением. То же самое, например, с телевидением. Более старшее поколение зачастую вообще не задумывается о том, насколько правдиво то, что показывают на нем. Совсем не подвергают сомнению происходящее, веря авторитетам с передач. И иногда это даже доходит до абсурда, ведь бабушки начинают убирать магниты с холодильника, думая, что они какое-то электроизлучение оказывают на продукты вредные. Да, вот вам пример такой. Оценить что-либо по существу. Однако не об этом даже речь.
Точнее, источник проблемы не в оценке со стороны зрителя, а в подаче художника, так как именно его задача — управлять взглядом зрителя. Взгляд же зрителя при открытии интернета и поиска категории арт падает на «это», «тысячи такого». И мне кажется, это трагедией, за которую ответственны мы, и нам нужно наполнять пространство достойным трудом и взглядами, если мы хотим эту трагедию разрешить. Нет, это не вина художников, что при открытии Гугла и написании туда «арт» выдает подобный шлак. Это вина тебя, как зрителя. Ты даже не попытался поискать то, что тебе нужно, и искал ты совсем не в тех местах. Приведу пример. Ты купил самый дешевый доширак в пакетике, отравился им, и из-за этого возненавидел всю лапшу. Но если бы ты пришел в дорогой, лапшичный азиатский ресторан, тебе бы принесли чудесную, большую, вкусную и, главное, полезную порцию лапши. Ты был бы очень доволен и сыт в тот день. Так вот, к чему я это? Конечно, если ты придешь в браузер и вобьешь туда арт, тебе выдаст подобное. Потому что браузеры хороши при поиске стоковых изображений, но не шедевров искусства. Другое же дело, если бы ты зашел в Pinterest и туда вбил тот же самый арт. Тут тебе и картины прошлых веков, и современные, и какие-то советы по рисованию, и вообще чего только нет. Казалось бы, запрос один и там, но почему ответы такие разные? Все дело в том, что браузер, опять же, не предназначен для поиска вдохновения, но он полезен в других вещах. Другое же дело Pinterest, сборник референсов и незаменимое место при поиске вдохновения. В доказательство своих слов проведу эксперимент. Введем один и тот же запрос в браузере и Pinterest. Как видите, в браузере намека нет на что-то рисовательное среди первых изображений. А вот в Pinterest, пожалуйста, что и требовалось доказать. Поэтому это не вина художников, что их не видят, а вина зрителей, что они не ищут. В интернете полным-полно достойных мастеров, которых не видят такие же недалекие люди, которым достаточно в поисковике написать «арт». Ну, может, я в чем-то не права. Но если человеку самому наплевать, где искать и что потреблять, как зрителю, это только его вина и его проблема. Нужно развивать так или иначе в себе эстетические чувства, искать те направления, которые нравятся именно тебе, и искать тех исполнителей, которые тебя бы вдохновляли, пробираясь через сотни других к тем самым спутникам-вдохновителям, которые смогут своим творчеством зажигать в твоей душе огонь с каждой опубликованной картиной. И даже если все рисовальщики и художники объединятся, чтобы бороться с той проблемой, которую озвучил Кисель, все равно ничего не получится. Это не от них зависит наполнение стоковых изображений в Гугле, а от самого Гугла. Поэтому я еще раз призываю вас, как зрителей, тщательно отбирать потребляемый вами контент, подвергать сомнениям полученную информацию, анализировать и искать именно то, что подошло бы индивидуально вам. Живите счастливо. Ну и ближе к концу своего повествования я бы хотела похвалить Влада Кисель за то, что он такой смелый. Его мысли звучат остро и радикально, что в свою очередь плохо отразилось на восприятии его видео зрителями. Думаю, стоило бы говорить как-то помягче и больше подкреплять свои суждения доказательствами, чтобы тебя поняли, особенно если ты делал видео с целью призыва определенных людей, художников, к чему-либо. Надеюсь, что в будущем твой контент будет улучшаться в этом плане. Желаю удачи! Пожалуй, это все, что я сегодня хотела обсудить в этом видео. Я буду рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях или расскажете что-нибудь по поводу. Также, по традиции, приглашаю всех вас в свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, но можете пройти и по QR-коду. Надеюсь, что мое видео никого не обидело, потому что мне просто нужно было высказаться. Желаю всем всего самого наилучшего. До следующей встречи.